Можно ли восстановить орхидею, если она полностью потеряла тургор? Причем тургор потеряла на всех листьях. Даже самый маленький, который еще совсем молоденький листочек, и тот получается без тургора. Корни орхидеи полностью пересохшие, и скорее всего, что очень долгое время орхидея находилась вообще без воды. Что делать с такой орхидеей, как поступать? Давайте потихоньку разберемся с этой ситуацией. Как поступил я год назад, вы сможете посмотреть видео, которое вышло на канале 28 апреля 2023 года и называлось «Орхидея с пересохшими корнями и отсутствием тургора. Что делать?». А сегодня я, конечно же, говорю всем добрый день. Вы на канале Орхидеи дома, и меня зовут Станислав. И, конечно же, сегодня речь будет про эту орхидею. И я обязательно вам покажу, что с ней происходит сейчас. И забегая вперед, скажу, что выдала эта орхидея. Еще ни одна орхидея из моей коллекции такого не выдавала. Напомню, что эта орхидея не моя. Я ее должен буду вернуть хозяевам после того, как восстановлю, и я решил для себя, что я должен ее зацвести, и только после того я хочу отдать ее хозяевам. А сейчас я быстро пробегусь по событиям года назад, и, конечно же, потом включу несколько сюжетов про эту орхидею в течение этого года, что я с ней делал и как она развивалась. Ну что, переносимся на год назад. Я понимаю, питание, воду, то есть орхидея не получала уже давным-давно. Ну что, будем спасать торфяной стакан. И даже в торфяном стакане все корни сухие, пересохшие. Они сейчас напитаются, и нам лучше будет их увидеть. Ну, я сначала замочил корешки, и только теперь буду их обрезать. Но мне кажется, что вот это место, наверное, все-таки для перестраховки сейчас еще обработать Максимом. Теперь кисточкой вот так вот хорошо мы. Ну что, нужно дать ей немного сейчас, конечно, просохнуть. Ни о какой посадке речь сегодня идти не будет. И немного выше на пару сантиметров все-таки нашелся. Так вот, сегодня эта орхидея снова у нас на экране. Значит, смотрите, что с этой орхидеей. Мы тогда хорошо зачистили, оставили корни, которые были еще живые. Я обрабатывал фунгицидом Максим. И через пару дней я делал обработку. Как правило, делаю повторную обработку. И оставил ее вот в таком кашпо. И делал ежедневные поливы корней. После того, как я убедился, что орхидеи можно сделать посадку, но я сделал ей вот такую классическую посадку. Значит, что нового в этой орхидее? Она выпустила всего-навсего два корешка. Вот один, вот второй. И вот мы видим один. Ну, они сантиметров уже где-то по 12 каждый. Один пошел у нас в горшок в посадку, а второй получился воздушный, вот такой вот красавец. И также из старых корешков вот просматривается вот корешочек, раскукленный корешок. Вот, к сожалению, корешок просматривается, он пропавший. И вот пропавший. То есть, что
я сегодня хочу с этой орхидеей сделать? Я хочу ускорить процесс наращивания корешков. Я хочу от нее получить новые корешки для того, чтобы ускорить ее дальнейшее развитие. И как много раз до этого я решил применить сок алоэ. Я выдавил свежий сок алоэ и обработал не только место, где, как правило, появляются корешки, а решил обработать и всю орхидею вместе с ее листочками. Хочу напомнить, что вот этот вот листочек у нее был примерно вот такого размера, как сейчас вот маленький. Видите, да, что немножко он увеличился где-то, ну, сантиметров на 5-7, и появился еще новый. Ну, то есть орхидея как бы продолжает рост, но этот рост медленный, и я хочу этот рост ускорить. У обоих вот этих больших листочков тургор до половины, вот до этого места. Дальше в этом месте, а у этой орхидеи в этом, он как бы переломлен. И вы видите, шпажки я использую для того, чтобы эти листочки стояли в вертикальном положении. Ну что, я думаю, вот такой обработки будет достаточно. Видео сегодня я выкладывать не буду. Кстати, сейчас сегодня у нас получается 26 августа. Прошло несколько дней, и сегодня уже 5 сентября. Давайте посмотрим, как же обстоят дела у нашей подопечной. Итак, вот мы видим, что у нее хорошо начал расти один корешок, и просматривается несколько бугорков, но эти бугорки пока никак не прорежутся, и как вы видите, корешок прорезался в том месте, где уже был предыдущий корешок. Ну что, есть вот еще одна трещинка, как вы видите. Я хорошо хочу смазать эту трещинку в надежде, что пойдет из нее корешок, как в этом случае, когда 25-26 августа, по-моему. И менять мы ничего не будем. Так же само берем алоэ. Процедуру я, наверное, с интервалом 7-10 дней буду это продолжать. Ну и будем наблюдать, что у нас получится. Я все-таки надеюсь и верю, что вот эти манипуляции, которые мы делаем, должны привести к буму роста корней. Ну, а там посмотрим. Ну, еще что хочу сказать. Вот у нас этот корешок согнулся и начал расти вниз. То есть я его, скорее всего, что сейчас намочу. Уберу вот эту шпажку. И он аккуратно у меня получится. Сейчас я не буду на излом его брать. Значит, как его замочить? Значит, вариантов несколько. Можно взять мох сфагнум, намочить и обмотать этот корешок.
Так, прошло где-то 20-30 минут. Давайте посмотрим на наш корешок. Ну, темно-зеленым весь он не стал, но местами позеленел. Надеюсь, что он будет теперь более податливым. Значит, зачем я это делаю? Хочу убрать этот корешок сюда. Во-первых, когда этот горшочек стоит в этом кашпо, кстати, внизу я держу воду. Воду я сейчас, кстати, поменяю немножко, потому что там уже собралось мусора. Значит, и этот корешок, вот смотрите, при опускании как раз будет дотрагиваться до стенок. И каждый раз при поливе, когда я буду вытаскивать его вверх и вниз, я буду дотрагиваться до корешка, и корешок может закуклиться. Это первый момент. И второй момент, если этот корешок у нас будет в посадке, он, надеюсь, что пойдет хорошо. Вот смотрите, как хорошо пошел он в посадку, и сразу он начал утолщаться. Смотрите, насколько он стал толще. То есть, каким он корешок вышел толщиной, и какой корешок вот здесь вот. Я думаю, вы увидели, да? Вот поэтому и этот корешок я хочу направить в посадку. Значит, смотрите, что я сделаю. Кроме того, что я его аккуратно сейчас вот так вот отправлю в посадку, замотав при этом в мох. Я еще этот мох буду использовать. Вот так вот я его разложу по краешку. И таким образом буду его увлажнять. И мох будет стимулировать орхидею на выпуск новых корешков. То есть у нас уже кроме алоэ, плюс еще мох, уже начинается как бы двойная стимуляция на наращивание корней. Ну что, на сегодня, пожалуй, и все. Орхидея отправляется в кашпо на свое место. И с вами вернемся к ней и посмотрим, что будет с ней происходить. Сегодня 11 ноября. И давайте посмотрим, как чувствует себя наша орхидея. Значит, молоденькие листочки, я вижу, у нее растут, увеличиваются. И как бы с листочками, с листовой массой все хорошо. А с корешками, вот те, которые были, вот смотрите, очередной вылазит. Мы его тоже утопим, как и предыдущий, в мох. И корешки, я вам хочу сказать, что по толщине растут довольно-таки толще, чем те, которые были, когда я принес эту орхидею домой. А вот с той трещинки, которую мы с вами в прошлый раз обильно смазывали, вон смотрите, остренький такой кончик появился, это цветоносик. Как-то он только появился и перестал дальше расти, посмотрим. А вот корешки снизу, смотрите, еще вон вылез, пролез через горшочек. Тот, который самый большой, на нем будет еще вон ответвление. И по толщине он и дальше продолжает таким толстым быть. И что? Я сделаю то же самое, что и предыдущих 2 раза. Алоэ. И точно так же, как и предыдущих 2 раза, снова обработаю соком алоэ. Значит, листы алоэ у меня заготовлены, лежат в холодильнике. И я в прошлый раз сказал, что свежим соком алоэ, но да, свежим, правильно сказать, свежевыдавленным. А так, если взять, то эти листы у меня лежат уже, наверное, больше месяца. Но так как они лежат в холодильнике, они прекрасно сохраняются. И обработку я, скажем, провожу свежевыжатым соком алоэ. Значит, поливы я провожу орхидеи
по мере просыхания корешков и поливаю, когда корешки становятся серого цвета. Летом это были более частые поливы, сейчас осенью эти поливы стали немножко реже. Ну, в общем, я смотрю по состоянию корней. Что касается удобрений, значит, в процессе, когда я свою коллекцию, некоторые орхидеи удобрял некоторыми, скажем так, вкусняшками, естественно, я обрабатывал по листу и эту красавицу, уже, надеюсь, красавицу, которая из такого, скажем так, растения с обвисшими листочками потихоньку начинает превращаться в такую интересную, надеюсь, орхидею. Конечно, интересно, каким же цветом она будет цвести. Так вот, что касается удобрений, то удобрял я ее удобрениями, у которых НПК, универсальными, скажем так, удобрениями, у которых НПК равный. Например, там 20-20-20 или 5-5-5 или, ну, в общем, количество азота, фосфора, калия одинаковое. А также удобрял пару раз азотным удобрением, там где количество азота превышает, чем фосфора и калия. И такие обработки удобрениями проходили ну, примерно раз в месяц, может быть раз там в 3 недели, то есть за 2 месяца примерно 3 раза. И такие обработки я буду продолжать и дальше. И хотя некоторые специалисты говорят, что в осенне-зимний период нужно прекращать удобрять орхидеи, я вам хочу сказать, что у меня есть дополнительная подсветка, и поэтому я буду продолжать удобрять свою, не свою, а данную орхидею. Ну а сейчас вот давайте глянем еще раз на цветоносик и на это место. Значит, видите, вот он остренький, ну это однозначно цветонос, но вот почему-то он застыл. И смотрите, как орхидею распирает в этом месте. Такое впечатление, как будто там собралась куча корешков или цветоносов, и они не могут вырваться наружу. Смотрите, как ее распирает. Ну, как бы там ни было, я поставлю ее на свое место сейчас, буду дальше наблюдать и через некоторое время встретимся с вами дальше. Я беру очередную паузу. Вот я снова с вами, и сегодня уже 17 марта. Прошло, наверное, мы в ноябре снимали предыдущее видео. Давайте же посмотрим, как выглядит наша орхидея. Старые листочки, как вы помните, Тургар там был до серединки. Ну так они примерно и держатся, но зато смотрите, какие выросли молоденькие листочки. И также корневая система растет и растет. Единственное, что вот цветоносик, который тогда, по-моему, в ноябре мы снимали, и вот это место я вам показывал, как ее распирает, так ее дальше в этом месте и не расперло. Так цветоносик тот маленький и застыл, но зато вот смотрите, выше пошли сколько корешков, пошло выше. Такое впечатление, что они оттуда снизу пошли вверх сюда расти, вместо того, чтобы вылезти там на стволике. Ну, орхидея чувствует себя замечательно. Смотрите, хоть здесь вот и так зеленовато, но зато смотрите, она потихоньку стала заполнять своими корнями всю посадку. И корней в посадке все больше и больше. И сегодня я хочу вам показать, как я обрабатываю орхидею еще триходермином и фитодоктором. Это очень просто. По инструкции беру два этих препарата, на 40 минут разбавляю и довожу маточный раствор. Потом довожу этот раствор до нужного состояния и вот таким образом заливаю орхидею и оставляю, если раньше я оставлял там на 15-20 минут, сейчас уже могу оставлять на 40-50 минут, а то и час, хуже точно не будет.
И пока орхидея будет стоять у нас в этом растворе, давайте глянем на ее состояние листочков еще. Смотрите, как бы такое впечатление, что эти листочки, вот смотрите, с правой стороны два вместе идут. То есть я начинаю как бы, и вот смотрите, корешки пошли. И вот еще один корешок, ой, извините, корешок, один листочек, смотрите, вот я его сейчас оторвал. Такое впечатление, что у орхидеи из точки роста просто выросла детка. Как бы это моя догадка, насколько это так, я думаю, еще пройдет там какое-то время, и мы поймем. И если вот эти корешки, которые проклюнулись, начнут резко расти, то это, скорее всего, что и есть детка, которая выросла из точки роста. Как бы у меня такая ситуация впервые. Были детки, которые прикорневые, были детки, которые были на цветоносах, но детки именно из точки роста такого не было. Цветоносы были, деток еще не было. А я беру очередную паузу. Сегодня 8 апреля, и я снова с вами хочу показать вам всю ту же нашу орхидею, которая меня окончательно убедила в том, что это у нее все-таки выросла детка. Пожалуйста, у кого из точки роста были детки, поделитесь информацией в комментариях под видео и расскажите, как вы действовали, на каком этапе вы срезали ее, как происходило, что происходило с материнским растением и давали ли материнские растения деток еще. Мне будет очень эта информация интересна. Как бы цветоносы с точки роста, опыт здесь у меня как бы большой, но именно с деткой такая ситуация у меня впервые. Кстати, по поводу корешков. Помните, 17 марта я показывал ее, насколько были небольшие вот эти два корешка, вот один и второй, они только там может по сантиметру с хвостиком были. И вот смотрите, за эти 20 дней какие большие, толстые они выросли, проклюнулись новые. И с этой стороны, по-моему, тоже вот там вот что-то проклевывается. Ну то есть, смотрите, практически за год, как вы помните, орхидеи было всего-навсего 3 листочка. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5 вот, и тут 3, 8 листочков и один сухой, как вы помните, мы убрали, то есть было 9 листов. Я думаю, результат очень и очень даже отличный. Осталось только зацвести эту орхидею, срезать детку и, наверное, понадеяться на то, что эта орхидея даст еще одну детку. Ну, наверное, я уже сегодня, если сегодня не успею, то завтра выложу это видео на обзор. И, конечно же, жду от вас комментарии, лайки. У кого были подобные ситуации, детки с точки роста, не жадничайте, поделитесь информацией. Ну и, конечно же, делитесь ссылкой на видео со своими друзьями. Ну а на сегодня, пожалуй, и все. И всем хочу сказать до новых встреч.